Так можно до пенсии резать. Ну и сама рама ходит и выходит. Всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Вторая серия ролика про черновую сантехнику. К сожалению, такой объем информации, что в одну серию все уместить просто невозможно. Поехали! Для прокладки водопровода я использую полипропиленовые трубы диаметром 20 мм. Для холодной воды обычная неармированная труба, а вот для горячей воды труба армирована базальтом. Приступаю к пайке полипропилена. Ребят, пару нюансов по работе с полипропиленовыми трубами. Может, для кого-то это будут банальные вещи, но на самом деле очень многие домашние мастера именно на этих моментах делают ошибки. Резка трубы. Допустим, вам надо сделать какой-то легкий перенос водорозеток. Понятно, что сразу возникает мысль, зачем мне покупать какие-то специальные ножницы, если я могу взять болгарку, полипропилен расплавляется и рез получается совсем неаккуратный. Или ножовку. Так можно до пенсии резать. Или у жены нож кухонный стырить и порезать трубы. Это плохая идея. Даже в самом дешевом комплекте паяльника идут обычные ножницы. Они плохие, но тем не менее какое-то количество метров трубы вы отрежете. У меня уже эти сломались. Это я взял просто для примера. Есть нормальный профессиональный инструмент, который позволяет вам все это делать очень четко и красиво. Но даже если вы будете использовать самые дешевые ножницы, то результат будет удовлетворительный. С резкой понятно, казалось бы, простые вещи, но тем не менее. Дальше. Самая главная ошибка, которую допускают даже уже люди, которые работают с сантехникой, это перепайка трубы. Что такое перепайка? Сейчас я продемонстрирую. Берем кусочек трубы для эксперимента. По правилам, полипропилен держать в паяльнике нужно 5-7 секунд в зависимости от производителя. Но есть товарищи, которые думают, что чем больше, тем лучше. Так делать нельзя. И вот что у нас получается. Происходит заужение трубы. Она спаивается. Соответственно, уменьшается пропускная способность. Это я показал такой конкретный пример, прям по жести. Но бывают случаи, когда чуть-чуть перепаивают, труба уменьшается. И пропускная способность падает там, на 10, на 20%. Нельзя передерживать трубу в паяльнике. Вообще, по инструкции, перед пайкой все соединения, трубу и фитинг нужно обезжирить. Но это никто не делает. Еще один очень важный момент, что при пайке полипропилена труба и фитинг должны быть сухими, без воды. Для этого я всегда использую или салфетки, или туалетную бумагу, чтобы можно было взять и протереть трубу, убрать влагу. Еще такой момент. Если вы, допустим, паяете трубы, и у вас постоянно капает вода со стояка, и вы не знаете, как сделать так, чтобы она перестала идти, есть очень простой пример. Прием. Берете мякиш хлеба, засовываете в трубу, вытираете ее бумагой, быстро паяете, и после того, как вы припаяли кран, выгоняете мякиш хлеба с водой, он там размокает. Но это такой дедовский прием. Все штробы перед пайкой полипропилена обязательно грунтую. Начинаю пайку полипропилена. Сначала делаю то, что можно спаять на столе. Сразу надеваю теплоизоляцию. Еще можно использовать обычную гофру. В процессе решил прикрутить паяльник к столу. Так удобнее паять, как будто появилась третья рука. I was the one to tag along. I remember how
На столе я произвожу пайку крупных узлов, руководствуясь элементарной логикой. Затем на месте длинные отрезки спаяю между собой. То же самое проделываю с трубой для горячей воды. В конце паяю непосредственно выходы на воду. Это нужно делать точно и аккуратно. После пайки фитинги с трубами еще имеют ход, поэтому на этапе замазки штукатурки их можно подправить. Если паять нужно вверху, то рекомендую сразу подготовить место для того, чтобы положить паяльник. Для этого хорошо подходит железный ящик от паяльника. Приступаю к монтажу канализации. Ну что, вроде все. Ну и как ты сейчас будешь это разбирать? Думаешь, не получится? Ребята, не извращайтесь. Есть специальная силиконовая смазка для монтажа труб. Входит и выходит. Входит и выходит. Еще один простой совет. Если вам нужно подогнать канализационные трубы, для того, чтобы не мазать вот это вот все силиконом, по 10 раз засовывать, вы просто достаете резинку, как вам надо, подгоняете, отмечаете, обрезаете, а потом эту резинку вставляете назад. Но важно эту резинку не забыть вставить. Потому что бывают такие случаи, когда собирается канализация и остается резинка. А оказывается, что вы ее просто забыли поставить где-то там на 3-м колене. И надо заново все разбирать. Это такой простой рабочий способ. Потому что если вы будете сувать или на сухую, или со смазкой туда-сюда, это слишком трудозатратно. Канализационные трубы можно резать двумя способами. Первый – это при помощи болгарки, классический.
А второй – это при помощи вот такого интересного инструмента. Он, кстати, не очень дорогой, стоит 35 баксов. Сейчас я продемонстрирую, как это происходит. Начинаю собирать канализацию. Запениваю трубу с выставленным наклоном. Теперь нужно поменять шаровые краны, грязевые фильтры и американки. Все это буду сажать на лен и уплотнительную пасту. На мой взгляд, самый надежный материал, проверенный годами. Предварительно договорился с ЖЭСом на отключение горячей и холодной воды. Все резьбовые элементы собираю на столе с льном и уплотнительной пастой. Саму замену кранов и установку счетчиков делал сантехник из ЖЭСа. Сначала эту работу я планировал сделать сам, но сантехник предложил свои услуги и недорого. А так как у меня мало опыта, я согласился и решил в это время поработать оператором. После установки кранов сразу же полипропиленом привязались к железным трубам из стояка и сделали отвод на инсталляцию. Продолжение следует. В следующей серии установка инсталляции, трап, смета и ответы на вопросы. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.